моя невеста. Я тебя увидел сейчас в окошко. Привет. Привет. И мне почему-то в голове заиграл, как у тебя руки холодные. Ну, на улице не жарко. Не жарко. И заиграл... У тебя в машине жарко. Ничего? А я грею машину специально. Прям душно. Ага. Угу. Так. Я даже потерялся немного. Надеюсь... Я здесь не смущу. Надеюсь, меня... Что происходит со мной, да? Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Начинаю заговариваться, ты знаешь, с возрастом, да, теряю... Неважно, что теряю. Ты пошла, и я... Да, ты разденься, да, а я подожду немножко, да, подожду. Теряю навык общения с женщинами. Мне кажется, что по молодости я был более какой-то последовательный, более интересный, а сейчас я подтупливаю. Но я буду нагонять это другими своими хорошими качествами. Например, чувством юмора. Это прекрасно. Я тоже так думаю. И, кстати, я слышал от женщин, ты мне должна подтвердить, вот скажи мне, так это или нет, что самый тяжелый случай в общении с мужчинами и в жизни с мужчиной, когда мужчина скучный. Ну, то есть, например, он может быть охрененно круто выглядеть, ну, то есть, он красавчик такой весь, ну, то есть, картинка просто идеальная, и даже бабки есть. Но с ним просто нереальная тоска, то есть, в нем может не быть какого-то стержня, харизмы, характера, ну, то есть, природа ему дала все, кроме... мужика внутрь не поселила. И вот это правда или нет? Это правда или нет? А, да. Когда не о чем пообщаться, это жестко. То есть пускай лучше сделать какую-то, скажем так, скидку на внешность, но пускай он будет интересный. Ну, не сильно красавчик там, но... Ну, когда в совокупности все как бы вообще просто идеально. Если шучу. Короче, не нарвусь я на комплимент. Ну, так мы пообщаемся, мне кажется, ты очень даже... А вот ты мне очень на самом деле нравишься. Ты вот по фоткам... Это тот редкий случай, когда ты вживую выглядишь в несколько раз лучше, чем на фотографиях. Спасибо. И от тебя исходит энергия очень хорошая. Ты такая хорошая, энергия хорошая. Видишь, в молодости я лучше прибалтывал. Да сейчас... нет, у тебя, по-моему, как раз таки нормально. Нормально получается, да? Все прекрасно. Все в совокупности, как нужно. Хорошо. Слушай, есть у меня, я не знаю, как наш, мы с тобой не обговорили планы на сегодня, но у меня есть такой план предложения, чтобы мы здесь не торчали. Смотри, какая ситуация. Я тебе назначил свиданку, да, сегодня? Вот. И было непонятно, у моего друга день рождения. И было непонятно, будет он праздновать или нет. Мы с тобой свиданки договорились несколько дней назад, а по дню рождения он решение принял вчера. И сегодня я ему сказал, что я не могу, к сожалению, потому что у меня свидание. Он говорит, пускай бери свидание с собой. Сейчас я отъеду. Бери свидание с собой и, соответственно, будем вместе веселиться. У него день рождения, он отмечает на даче. У него в коттеджном поселке дача, коттедж. Вот. И он приглашает нас с тобой на дачу. Я предлагаю тебе бросить все. Ну, ты уже села, просто брось все в окно и поехали со мной на дачу. Ну, нет, как-то на дачу сразу это... Не очень, по-моему, предложение. Но мы только встретились, надо как-то пообщаться. Нет, смотри. На дачу ехать, тем более сегодня... Мне не 16, тебе не 15. Я же не развожу тебя на шпилевиле, понимаешь? Ну, это понятно. Дача, это раньше был предлог дача, да, но сейчас-то мы взрослые люди, я тебя, не собираюсь там нападать на тебя или вести в какие-то там лютые дебри под покровом ночи. Смотри, погода вроде, нормальная, да, проведем время, хорошо
отдохнем. Я тебе... все понимаю, мы взрослые люди, но на дачу как-то сразу непонятно куда и непонятно кто будет, что, Ксюш, как. Сегодня воскресенье, завтра понедельник, это звучит так пошло, дача. Это я так назвал. А если я скажу коттедж? Ну, дача, коттедж. Одна фигня? Ну, как нифига не звучит. Конечно. Ой, друг расстроится, на самом деле, я тебе могу сказать, очень сильно, но... Ладно, короче, не уболтаю я тебе. Ну, ты, если хочешь, можешь ехать. А это как? Не, ну ты что, если бы я хотел ехать, я бы просто тебе написал бы, что свиданка сегодня отменяется. А так как я не отменил, соответственно, я хотел бы время с тобой провести тоже. Ну, смотри, не вопрос. Ты решила, я тебя не уболтаю. Если ты не хочешь, так скажем, поесть крабов с черной икрой в хорошей компании и послушать модных певцов типа Егора Крида, то, соответственно, мы пойдем с тобой тогда куда-нибудь в центр, предлагаю, и поесть какого-нибудь мороженого с кофе. Это что такое за день рождения с певцами и с Кридом? Такой день рождения. Женщина выезжает. Ты какой-то непростой человек или что? Почему там? Ты в этом плане? Слушай, да, я же тебе изначально сказал, что там будет все круто. И там действительно все круто. Человек, мой одноклассник, ему повезло родиться в семье, да, в богатой. И у отца бизнес-банк, свой банк. Мама его работает там же коммерческим директором. У них бизнес банковский. И у них с деньгами все в порядке. Вот. И, соответственно, у них была возможность прямо очень быстро организовать днюху и пригласить туда Егора Крида на несколько песен. Ну и плюс там все очень-очень хорошо. Там, это я, может быть, так описал, дача, коттеджный поселок, но там просто, во-первых, закрытый коттеджный поселок, и там, собственно говоря, живут люди, которые могут себе позволить очень многое. Вот. И там много народу будет? Слушай, народу будет немного, будут близкие, но все, опять же, как я тебе вот изначально сказал, что все будет прилично. Там приличные люди, там нет никаких асоциальных элементов, наркоманов, пьяниц, дебоширов и так далее. И, кстати, многих бы ты могла бы узнать, помимо Егора Крида. Ну, где-то, скажем так, 100%. Ну, приличная, в общем, будет вечеринка, да? Да, поэтому... какая разница? Давай это самое, тогда поехали в центр. А сколько другу лет? Так он мой одногодка. Мы вместе в институте были, 40 лет ему. Но он хорошо выглядит. Он в разводе, правда. Вот, в разводе. И, так скажем, сейчас у него вторая молодость происходит. Свободно. Он свободен, да, у него все хорошо, он отдыхает, часто ездит в путешествия. Вот. Он потихоньку перенимает бизнес родителей, но не столь активно, потому что, по большому счету, он не управленец, да, он владелец. Поэтому ему попроще, родители дают ему на это скидку и не особо его не мучают. А так у них все хорошо. И еще что самое главное, понимаешь, он единственный ребенок в семье. Ну да, тогда понятно. Так, ладно, что, давай поедем. Во сколько нужно ехать туда? Во сколько нужно ехать? Так, подожди, мы едем в кафешку или сейчас, или что? Да ты просто расскажи, во сколько ты хотел, просто, если может, там ненадолго, там, я не знаю, или как на ночь, до завтра. Слушай, как пойдет, то есть надо было просто бы нам с тобой, когда мы в процессе езды, было бы определиться, либо мы там останемся, например, либо мы вызовем трезвого водителя, либо я не буду пить. Ну, можно будет сегодня уехать даже. Ну, вообще, так от чего в итоге? Ты сейчас размышляешь об этом, да? Ну, просто если это приличная какая-то вечеринка, друг позвал, обидеться. Тем более свободный, его никто в его день рождения, так сказать, не поддержит. Да, я понимаю, да. Так обидеться на тебя. На меня обидеться, да, еще главное, обидеться не то слово. Не знаю даже, как быть. Ненадолго, может. Ненадолго, может. Слушай, давай, может быть, если ненадолго, то я один съезжу. Почему? Что договорились? Я вспомнил, что у меня еще по дороге дела там будут неотложные. И, пожалуй, давай сегодня отменим наше рандеву. В смысле? Просто отменим. Без смысла. Просто отменим и перенесем на какой-нибудь другой день. Хорошо? Не обижайся. Ладно? Ага. Все понятно с тобой. Как обычно это и бывает. Как обычно бывает.
Без проблем. Да? Отменим, перенесем. Перенесем. Созвонимся. Да, хорошо тогда тебе отдохнуть там, погулять с другом. Хорошо, спасибо. Пока. Давай. Значит, когда я пригласил ее на дачу я не поеду. Потому что дача представляет собой 6 соток с разваленным домом, обитым вагонкой. И дедушки, ходящие мимо за самогоном, и лающие собаки. А когда поет Егор Крид, мать его, Егор Крид, привет, если смотришь меня, то, соответственно, ситуация меняется максимально. Максимально в нужную сторону. И друг холостой сразу становится, блядь, лучшим другом всех одиноких женщин. И, в принципе, можно даже и съездить, и остаться, и все сделать. Вот, к сожалению. Но нет, почему к сожалению? Почему я все время так говорю? Жизнь так устроена, друзья мои. Работайте, рвите ее на части, зарабатывайте бабки, стремитесь, ставьте цели, чтобы у вас на день рождения пел Егор Крид, и вы просто любого человека сможете ангажировать к себе в гости и сказать: чувак, а у меня сегодня на завтрак краб фаршированный черной икрой, в жопе у него будет страусиное яйцо редкой породы, а петь будет на вечеринке Егор Крид. И вам будет счастье, и всем будет счастье, Егору Криду будет тоже счастье. Друзья мои, пишите, кстати, как обычно, моя любимая рубрика. Сколько у нее баллов? Мне нравятся такие девчонки, на самом деле. Если бы не эта ситуация, я прямо, мой типаж, я прям... Но Егор Крид поет сегодня не у меня, так что поеду я в счастье, есть мороженое. А вам пока-пока, пишите, ставьте оценочки, увидимся в следующий раз.